здесь их кормушки повесили. И вот они здесь гоняются друг за другом, смотрите. Вот так это выглядит. Сами ракурсы можете выбрать, друзья. Это недалеко от метро Пионерская. Хорошо. Смотрим. Я говорил. Разумеется, подснять. Смотрите, как она носит. Вот оно. Друзья, вот, покажу, почему вам, друзья. Сколько яблок. Думаете, это... Хотя, смотрите, тоже интересно. Сколько яблок в этом году. Все в яблоках висит. Все в яблоках. Здесь тоже растут дубы, но видите, в каком они состоянии. Они все в пыли, в грязи, в отличие от того места, куда мы с вами направляем. Друзья, нахожусь на Пионерской. Здесь очень мало деревьев. Каменные джунгли в полном смысле. И как вы думаете, друзья, возможно ли такое, что всего в 5 минутах от этого ужасного урбана находится царство зелени, царство пейзажной фотографии, и можно протестировать мою теорию о фоторэп, фотографии как терапии для человека. Я видел множество людей там на велосипедах, насчет самокатов не знаю, но на одном колесе там мужчина проезжал, поэтому насчет самокатов не знаю, но точно могу сказать, что на велосипедах, на собственных люди там проезжали. Друзья, привет! С вами Фуёныч. И я сегодня выбрался в Удельный парк, или парк челюскинцев. Я зашел со стороны Удельной и пошел в сторону железной дороги. В этой части я очень давно не был, поэтому имеет смысл. Почему? Потому что в Питере сейчас золотой сезон, золотая осень. И вот сзади меня, видите, я уже нашел тут одно дерево, которое буду сегодня фотографировать, с помощью чего. Сегодня у меня экстремальный Konica Minolta CCD. 6 миллионов всего, но зато CCD матрица. Это четверной или там восьмерной кроп, как говорят сейчас модно. Поэтому, если интересно, мы будем снимать старой камерой за $10. Конечно, друзья, рабочий день, в парке практически никого нет, и это отличное время для того, чтобы что-то интересное подснять. Тем более сегодня очень пасмурно и небольшой дождик идет. Сегодня позвонил мне Павел Март и сказал, что он не хочет в город, он пошел в лес. А мы с вами направляемся в то место, которое сейчас я вам покажу. Там очень интересная арка по карте я нашел, но я там, в принципе, очень давно не был. Поэтому давайте попробуем сделать какой-то городской пейзаж осенний. Я уже заметил эту арку, но, друзья, я не хочу с этой стороны забора заходить. Я хочу попробовать зайти вот с того места, с левой стороны. И вот, видите, яркое дерево. Я сегодня, как вы уже поняли, снимаю старой камерой с CCD-матрицей. Пока падают листья, друзья, я напоминаю вам о том, что 19 числа заканчивается заканчивается прием на конкурс Фликера «Фотография года». В этом году 5 категорий, в том числе и компьютерная анимация. Поэтому я вас призываю. Достаточно просто все. Можете посмотреть или мой выпуск про это, или просто зарегистрироваться во Фликере, это абсолютно бесплатно, и добавить одну работу в каждой категории World Photography Day 2022. Ну а пока я здесь зайду в тенек, посмотрю. Мне нравится этот цвет. Сегодня у меня не фавион, друзья, хотя я прекрасно понимал, что фавион здесь, конечно, интересней. Сейчас вот этот цвет, который множество оттенков зеленого, пока еще желтый не в приоритете, но тем не менее можно что-то снять даже с CCD матрицей. Мы сейчас с вами попробуем это сделать. Друзья, большим преимуществом этой камеры является то, что здесь есть оптический видоискатель. Более того, он регулируется с зумом, поэтому оптически вы можете следить за зумом. То есть, грубо говоря, в современном варианте некое подобие зеркалки, но только без зеркалья. Без зеркалья сегодня снимаем. Поэтому вы можете контролировать полностью все, что вы снимаете. А вам, друзья, загадка. Я стою около дерева, у которого очень много шипов. Очень много.
Но, друзья, это не, судя по листьям, вот я вам покажу, это не акация. Так что напишите в комментариях, кто знает, что это за дерево. Я сейчас издалека вам его покажу. Листья очень похожи на вишню. Вот такое дерево. Вот такой ракурс. Смотрите, какое количество здесь кленов. Зеленый, уже красный, бурый и прочее, прочее. Поэтому здесь достаточно большое количество кленов и видов клена. Но то дерево, которое я справа показал, видите, с собаками гуляют люди. Воздух здесь чудесный абсолютно. Кто не смотрел мое видео, друзья, с Павлом Мартом, посмотрите обязательно. Называется он «Улетный удельный парк». Мы там снимали, в том числе и с дрона. Конечно, важно выбрать ракурс. И здесь гранитная арка. Поэтому я решил все-таки ракурс сделать в обратную сторону, в сторону парка. Поэтому, ну, и без силуэта, конечно, несомненно, это неинтересно. Поэтому мы с вами будем искать какие-то силуэты. Может быть, два даже найдем. В этом парке, друзья, очень много белок. Они здесь на каждом углу. И гигантское количество красивых лиственниц. Но мы снимали с Павлом как раз в этих местах. Поэтому, если вы ищете отдельно стоящие красивые деревья, то вы их найдете. А них здесь много. Белок здесь действительно очень много. Они сами по себе не боятся людей, их люди кормят. Но я сегодня никаких орехов с собой не брал, никакой провизии, поэтому мне сегодня не получится их накормить. Ну, для детей, конечно, здесь раздолье. Сейчас очень чисто, сухо, хорошо гулять. Смотрите, как она носится. Она с одного дерева, вот ветка идет на другую часть. Вот, посмотрите, здесь ветки соприкасаются. Вот, и она по этой ветке перебирается на другое дерево. И там их, смотрите, уже две. Здесь их кормушки повесили. И вот они здесь гоняются друг за другом. Смотрите. Такие бега вообще просто. Просто нечто. Причем они с одного дерева на другое, вот смотрите, перебираются. Потом обратно вниз. В общем, раздолье здесь для них. Ну, пока я здесь показывал вам белок, я зашел как раз, они меня завели в то место, в ракурсы. Они всегда, животные, заводят в интересные ракурсы. И вот Павел сетовал, что у нас нет мест, где отдельные деревья красиво можно стоять, как в Англии, например, то, что Хитон снимал. Но вот сзади меня такое дерево как раз есть. Видите? Давайте попробуем, пока тут белки носятся, их тоже. Разумеется, друзья, преимущество камеры с видоискателем, когда вы полностью контролируете кадр, как раз в том, что вы четко, абсолютно делаете кадр и не требуется потом дальнейшим обрезкам. Смотрите, стоило мне подойти буквально на 10 метров, как это дерево, оно уже стало полностью на фоне. Поскольку у меня все-таки более широкоугольный объектив, я смогу это снять, вписав дорожку по золотым сечениям, о чем я говорил. С этой части уже ракурс совершенно другой, абсолютно. Здесь есть, кстати, зона для отдыха, можно посидеть, отдохнуть. Вы знаете, друзья, любовь в мою карту к ярким красным одеждам. И вот я нашел куст, нашел ближний план, передний, дальний. И на дальнем плане девушка проходила как раз в красном. Друзья, выдержка фотографа, вы знаете, она имеет первостепенное значение. Я нашел очень интересный ракурс, геометрия, вы его сейчас видите. Не хватает только одного, не хватает, все здесь сложилось. Не хватает только силуэта вдалеке. Как вы думаете, есть смысл подождать или нет? Преимущество еще этой камеры в том, что когда батарейка закончилась, аккумулятор переходит в режим так называемой вспоминания, поскольку эти первые литиевые батарейки, это не литий полимерный, это литий-ион, они имеют свойство потом
давать еще сделать несколько кадров. И после того, как у меня села батарея после белки, я уже сделал около десятка кадров. Просто достаточно было камеру выключить. Дождемся ли мы объекта или силуэта на этой дорожке? Давайте посмотрим. Совершенно восхитительная атмосфера. Дополняет падением листьев, когда поднимается ветер. Здесь темные силуэты, некая такая перспектива очень загадочная, интересная. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы и вам, наверное, чтобы появился какой-то интересный силуэт. Ну что ж, как говорится, сядь на пенек, съешь пирожок. Пока я здесь посижу на пеньке, с нижней точки ракурс поменялся. Он стал еще более динамичным, поэтому я думаю, что надо обязательно подождать. Давайте попробуем подождать. Я сейчас сижу, друзья, и вокруг меня такой запах грибов, просто изумительный. Причем запах вот именно не подосинников, не подберезовиков, а именно пластинчатых грибов. Я его хорошо чувствую с детства, разбираюсь в грибах. Друзья, если вам интересны съемки с елок, посмотрите мой цикл про сакуру, про несколько парков, о которых я говорил. Это ЦПКО, Центральный парк культуры и отдыха, и прочие места, где я этим летом собрал достаточно большую коллекцию. В том числе и с дрона поснимали. Так что, кого интересует, как объекты входят в кадр, как появляется настоящая фотография, рекомендую подписаться на мой канал Telegram. Он абсолютно свободен, там присутствуют все люди, которые интересуются фотографией, никакие не фотодрочеры, а именно люди, которые снимают, которые интересуются фотографией как любимым делом. Как вы уже поняли, друзья, батарейка у меня села. Это говорит не о том, что я не зарядил ее до конца, а просто она еще не раскачалась, поэтому я вынужден буду сейчас перейти на мобильную фотографию, о которой у меня записано множество циклов. Здесь вот спортсмены ходят, боксеры. Друзья, мы сегодня продолжаем цикл фоторэп. Это фотография как терапия. И поход в парк, поход на природу, конечно, дает возможность человеку получить больше энергии от деревьев, от животных, от людей, которые здесь находятся. И, несомненно, это можно передать с помощью фотографии, эту энергию, это состояние, о чем, в принципе, канал F1 от Фовеныча. Так что, друзья, я думаю, что вы знаете, что делать. Берите с собой камеру, отправляйтесь в путешествие, и все получится. Тут мне написали многие, что мы любим снимать корни. Ну, мы деревья снимаем, и части деревьев. И иногда попадаются какие-то интересные ракурсы, в том числе и корни. Сейчас хорошее время, чтобы это снять, поскольку очень мягкий свет хороший. Совсем обычное место. Тут можно найти такое богатство так называемого вудланда, который так любит Павел Март, о котором он рассказывал постоянно. Я думаю, что вы понимаете, в каком месте мы находились. Мы как раз с Павлом здесь снимали с дрона. И вот это дерево, которое здесь образует с помощью плюща вот такие навесы красивые. Здесь, кто любит заниматься селфи, я думаю, что зайти в это место и пофотографироваться. Вот так это выглядит. Сами ракурсы можете выбрать, друзья. Это недалеко от метро Пионерская. Друзья, доехав до метро Пионерская и обойдя Сити-молл с обратной стороны, Леруа, вы увидите вход в этот парк. И пройдя вот эти красивые лианы, я могу сказать так, зайдете в царство красоты.